Привет, вы на канале IT User Help. Сегодня в этом видео мы поговорим о кодах и инженерных настройках телефона на базе Android, а также рассмотрим еще некоторые секретные функции, о которых очень мало кто знает, но которые могут оказаться очень полезными. Для того, чтобы ввести секретный код, мы должны открыть набор номера и ввести там код. И все, после последнего символа, который мы ввели, должно открыться меню, которое этот код открывает. То есть в большинстве случаев вводить после последнего символа клавишу звонок не требуется. Но есть некоторые коды, их очень мало, которые требуют после ввода кода еще нажать и звонок. В таких случаях я буду говорить, когда ввести после кода еще и звонок. Нажать позвонить. Итак, давайте рассмотрим. Первый код у нас звездочка, решетка, 0, звездочка, решетка. Этот код очень полезен, если вы решите покупать телефон с рук, либо новый телефон в магазине, но захотите его перед покупкой проверить. С помощью этого кода можно проверить дисплей смартфона, либо планшета, набитые пиксели. После ввода этого кода у вас появится меню, в котором вы можете выбрать различные цвета подсветки. То есть экран зальется каким-нибудь одним цветом и яркость включится на максимум. То есть экран может быть в зависимости от того, что вы выберете, то есть полностью черным, полностью зеленым, полностью красным, белым. Поочередно меняя цвета, вы сможете увидеть, если есть битые пиксели, вы их увидите, они будут отличаться по цвету, будут светиться очень ярко. То есть очень полезная функция, особенно если покупаете телефон с рук. Другой код звездочка, решетка, 4 двойки, решетка. Этот код тоже полезен при покупке. С помощью него можно узнать, является телефон новым либо восстановленным. Большинство фирм, которые занимаются восстановлением смартфонов и потом перепродажей, меняют прошивку и вводят туда эти данные, что телефон является восстановленным. Если такая информация есть, то с помощью этого кода как раз можно будет и узнать. Другой код, который также может оказаться очень полезным, является звездочка, решетка, 4 единицы, решетка. С помощью этого кода вы можете узнать версию ПО и вообще всю информацию о программном обеспечении вашего смартфона. Прошивка, версию Android, обновления и тому подобное. Очень много информации. Другой код, звездочка, решетка, 1, 2, 3, 4, решетка, позволяет вам проверить, установлены ли у вас последние обновления программного обеспечения и вообще и какое программное обеспечение стоит на данный момент. Очень важно следить за тем, чтобы на вашем смартфоне всегда стояло самое последнее обновление Android и всех вообще приложений и программ, так как с каждым новым обновлением закрываются дыры безопасности. Прежде всего, обновления, помимо некоторой оптимизации энергосбережения, какие-то добавления в интерфейсе, главная задача обновления — это увеличение надежности и защиты от вредоносного ПО и каких-либо уязвимостей. Поэтому всегда следите за тем, чтобы на смартфоне стояли самые последние обновления. Дальше. Тоже интересный код. Звездочка, решетка, 46, 36, решетка, звездочка. Этот код показывает нам состояние сети, состояние батареи, подробную статистику по телефону, все разные параметры. То есть, если у вас есть какие-то проблемы с сетью, с батареей, через этот код можно собрать некоторую информацию, которая поможет вам определить причину. Например, если у вас сажается быстро батарея, вы можете через этот код зайти и посмотреть, на что расходуются
батарея ваша, какие приложения, какие службы, какие сервисы тратят энергию вашего смартфона. Дальше рассмотрим, у меня еще есть в запасе коды, но чтобы немного разнообразить наше видео, давайте перейдем к настройкам, которые довольно интересные и полезные, но о которых очень мало кто знает. Бывают такие ситуации, когда вы передаете свой смартфон другому человеку, например, чтобы позвонить человек просит, либо просто другу кому-нибудь попользоваться. И в таких случаях вы наверняка не хотите, чтобы кто-то клацал по вашим приложениям, заходил в банки ваши, в инстаграмы, в социальные сети, клацал по ним, там искал что-то. А хотите, чтобы человек имел доступ только к определенному какому-то приложению. Например, наборщик номера, либо контакты. Для этого есть функция закрепить приложение. То есть вы можете нажать закрепить, и в телефоне на экране будет только одно приложение, которое вы выберете. И потом, когда человек попользовался, возвратил вам телефон, вы открепляете и снова получаете доступ ко всем приложениям. Для того, чтобы включить эту функцию, нужно перейти в настройки, безопасность и в самом низу блокировку в приложении. И нажимаем, переводим ползунок вправо, в положение включено. После этого вы выбираете приложение, нажимаете на эту кнопку просмотр, недавние приложения, и у вас появляется такая иконка закрепить. Нажимаете, все, блокировка приложений включена. И дальше вам есть подсказка, что приложение остается активным, пока вы не отмените блокировку, нажав и удержав кнопки назад и обзор. То есть, чтобы отключить эту блокировку, чтобы вы снова получили доступ ко всем приложениям, вам нужно нажать одновременно и удержать кнопки назад и обзор. Одновременно две кнопки удержать. Все, а пока мы не имеем доступ к другим приложениям, а только к одному, которое выбрали. Очень полезная функция. Далее, есть еще одна интересная функция, которая называется Smart Lock. Тоже перейдем в настройки, безопасность. И здесь у нас есть функция Smart Lock. Но для того, чтобы ее включить, нужно установить хоть какую-нибудь блокировку. Для этого переходим в блокировку экрана. Если у вас еще не установлен графический ключ, либо пин-код, либо провести по экрану, можно установить. Я для проверки установлю пароль. Установил, продолжить, подтверждаю пароль. У вас может быть совершенно любой другой способ блокировки. Это не суть. Главное, чтобы была хоть какая-нибудь блокировка экрана. После того, как вы установили блокировку экрана, вам доступна функция Smart Lock. Чтобы ее включить, вам нужно подтвердить кодом. И далее вам указано дополнительные настройки. То есть функция Smart Lock позволяет автоматически разблокировать ваш смартфон тогда, когда смартфон будет понимать, что вы, например, находитесь дома, либо в каких-то по датчику GPS в каких-то безопасных местах. Например, у вас несколько домов, либо, например, в машине, либо в машине может вряд ли, потому что будет постоянно меняться. Ну, какие-то места, которые вы укажете безопасными, в тех местах ваш смартфон будет постоянно разблокирован, и вам не придется каждый раз разблокировать. Смартфон будет сам по определенным датчикам и алгоритмам вычислять, когда телефон находится в безопасном месте. Ну и плюс вы, конечно, можете сами добавлять конкретно места на карте, в которых он будет разблокирован. Ну а также оно может определять, когда телефон контактирует с вами, то есть находится в кармане либо в руках. В таких случаях будет отключена блокировка.
А во всех остальных случаях блокировка снова будет включаться. Еще некоторые настройки, которые следует проверить и возможно изменить. Особенно в случаях, если вы замечаете, что ваша батарейка сажается слишком быстро. Этой причина может служить тому, что некоторые приложения работают в фоне и что-то качают, либо обновляются в фоне. Причем те приложения, которые вам особо не нужны, чтобы они работали в фоне. И чтобы проверить, какие приложения у нас работают в фоне и потребляют энергию, перейдем в настройки, передача данных. Передача данных заходим. Потом выбираем ту сеть, через которую у нас идет передача данных, и видим, какие приложения в фоне что-то качают, скачивают, обновляются и так далее. И можем, например, выбрать, если какое-то приложение мы не хотим, чтобы оно в фоне что-то делало, то клацаем по нему и можем отключить фоновый режим. Отключаем эту функцию, и в фоне, когда телефон выключен, аккумулятор не будет расходоваться на передачу данных для этого приложения. Так, разобрались. Далее. Еще один очень важный код, который следует знать. Это звездочка, решетка, 06 решетка. Этот код показывает email телефона. Email код — это такой индивидуальный код, который есть у каждого телефона. В большинстве случаев он вам не нужен и никогда не пригодится, скорее всего, но в случае потери либо кражи телефона с помощью этого email кода можно заблокировать ваш смартфон удаленно. То есть сделать так, чтобы этим телефоном нельзя было пользоваться другим людям. Но для того, чтобы его заблокировать удаленно, перед тем, как он у вас потеряется либо будет украден, нужно его знать. То есть пока у вас телефон есть, и в случае, чтобы обезопаситься на будущее, нужно введите этот код и перепишите куда-нибудь email код. Там будет довольно длинное число, запомнить его сложно, поэтому перепишите куда-нибудь в надежное место. Еще одна интересная функция, которая есть во многих смартфонах, это скрытая игра. Для этого перейдем в настройки, найдем информацию о планшете либо о телефоне, нажимаем, и где будет у вас версия Android меню, много раз клацаем по этому менюшке и потом по иконке много раз клацаем, и у вас откроется игра. У меня стоит эмулятор, поэтому игры нет, но в большинстве смартфонов откроется какая-нибудь интересная, не тяжелая игра. Еще интересный код, который можно рассмотреть. Вот такой вот код показывает информацию о вашей камере. То есть всю информацию, какая установлена камера, разрешение, фокус какой, линзы даже во многих указываются, фокусные расстояния, свет, прочие характеристики, которые могут вам потребоваться, если вы занимаетесь фотографией на чуть более высшем уровне, чем просто пользователь. Вводим эту команду и получим дополнительную информацию вашей камеры. Далее тоже интересный код: звездочка, решетка, 72 62 62 6 решетка, звездочка, решетка, звездочка.
Этот код может быть полезен, если вы много путешествуете, либо находитесь в дороге. Этот код проделает тест GSM сигнала. То есть, если у вас что-то, проблемы какие-то связи, плохо сеть ловит, можно нажать этот код, комбинацию, и произойдет тестирование GSM сигнала. Еще один интересный код, звездочка решетка 0, звездочка решетка, активирует быстрый доступ к настройкам и приложениям. То есть есть большое количество настроек, которые запрятаны в меню телефона очень далеко и глубоко. С помощью этого кода вы можете получить быстрый доступ к ним. Еще есть интересный код. Звездочка решетка 27 32 83 звездочка 255 звездочка 66 32 82 звездочка решетка звездочка. Этот код нужен для тех случаев, если у вас были ситуации, когда вы удаляете нечаянно, либо по забывчивости какое-нибудь приложение, видео, либо звук, и у вас нет резервной копии. Этот код активирует системное приложение для резервирования файлов. Там довольно много настроек. Посмотрите, довольно интересно. Еще один код. Звездочка решетка 82 55 решетка звездочка. Этот код активирует тестирование сервиса Google Talk. Если у вас корпоративный телефон, то вполне возможно, что на нем установлено приложение Google Talk, и разговоры, которые вы ведете по этому телефону, пишутся, то есть записываются и где-то хранятся. С помощью этого кода можно посмотреть настройки и протестировать сервис Google Talk. Еще интересная функция, которая есть в Android, это отключение рекламы и рекомендаций. По умолчанию Google собирает информацию о том, какие места вы посещаете, что вы ищете в поиске, чем вы интересуетесь. И потом на основе этих данных рекомендует вам сервисы, услуги и магазины и прочее. Если вы не хотите, чтобы Google собирал такую информацию и после рекомендовал вам сервисы и услуги, то в настройках можете отключить это. Для этого перейдем в настройки. Находим Google, заходим. Выбираем реклама. И здесь можно перевести флажок, чтобы отключить персонализацию рекламы. Все, после этого Google не будет собирать информацию о том, что вы ищете в поиске, куда вы посещаете, какие места и так далее. Далее еще рассмотрим инженерный код. Это наиболее обширный, большой и сложный код. Решетка 77 8 и нажать клавишу позвонить. Это настоящее инженерное меню, в котором можно поменять и изменить большое количество настроек. Увеличение громкости, можно настроить экономию батареи, можно изменить качество связи. Можно, например, улучшить качество связи, но зато будет больше энергопотребления, и, соответственно, аккумулятор быстрее сажается. Можно, наоборот, уменьшить качество связи, но при этом значительно увеличить длительность батареи. И есть еще много разных настроек, поэтому если вы чувствуете, что знаете, что можно менять, можете зайти в это меню и посмотреть, и там есть настройки. Но опять нужно очень аккуратно их менять, потому как некоторые настройки не возвращаются потом в исходное состояние после того, как вы их изменили.
Но большинство все-таки довольно безопасные настройки, их можно менять и пользоваться. Еще код интересный. Звездочка, решетка, 7780, решетка, звездочка, звездочка. Сразу предупреждаю, не стоит его сейчас прям вводить, а послушайте, для чего этот код. Если вы хотите продать срочно свой телефон и не хотите, чтобы ваши данные попали в чьи-то руки, тогда используйте этот код. При вводе этого кода стираются все данные, производится сброс к заводским настройкам и удаляются все приложения и данные. То есть этот код полезен при продаже. Либо если вы решите кому-то подарить свой телефон, но не хотите, чтобы там остались ваши данные. Этот код и еще один код на случай, если предыдущий не сработает. Если у вас проблемы со связью, потерялись вышки, нет антеннок, то можно ввести вот такой код: звездочка, решетка, 0842, решетка, звездочки, и произойдет тест сети. Этот тест лучше выполнять на открытой местности. Как минимум выйти на улицу, где нет деревьев, на открытую местность. В идеале подняться на какую-то возвышенность. Такой код поможет вам протестировать вибро и вспышку на вашем смартфоне. А этот код звездочка, решетка, 147 23 65, решетка, звездочка, поможет протестировать вам сигнал GPS. То есть бывают ситуации, когда сбиваются алгоритмы высчитывания координат и GPS начинает врать, либо точность теряется. Этот код как раз поможет протестировать сигнал GPS. Этот и еще один, вот этот. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если вы знаете еще какие-то секретные коды, либо функции смартфона, либо телефона, обязательно напишите в комментариях.